Надеюсь, меня видно. Короче, видосик такой снимем. В том плане, в том, что, снимем, как будто я в Санкт-Петербурге, оно так и есть. Вот. И я надеюсь, что меня очень хорошо видно. Мы гуляем на... О, господи, какая-то улица. Какая-то улица, я не знаю. Ну, короче, вот здесь, где-то вот. Здесь написано улица, а я здесь, соответственно, не вижу название улицы. Да? Военовский проспект. Это даже проспект, а не то, что улица. Кстати говоря, я бы хотел снять там давно такой ролик, типа как я снимаю. Ну, нормально, конечно, реально технично. Вот. Но, в общем, все равно. Вот. Так, конечно, пахнет электронной сигаретой здесь почему-то. Вот мусорный бак. И закрытая территория. Очень интересно. Кстати, вот здесь я хочу увеличить. Автобус. Это Садовая улица. Вот, смотрите, мы можем сейчас эти 400 метров вперед, это будет набережная реки Фонтанки. 700 метров налево это Кинная площадь, а сейчас это Садовая улица. То есть мы сейчас, получается, гуляем по Садовой улице. Вот здесь тут такие же обозначения. Вот. Бабюс. Классное название такое. Вот. Вот, смотрите, теперь по проспектам. Получается, Измайловский проспект, это через 400 метров по прямому. Левый Московский через 700 метров. И Лермонтовский проспект через 800 метров на правую сторону. Вот. Машина не ставите, идет разгрузка. О, Дикси. Вообще кайфово. Мне еще нравится вот эта вот улица. В том плане очень похожа на Париж. Соответственно, вы знаете о том, что я учу французский. И, соответственно, я обожаю, соответственно, что связано с Парижем, либо с Францией. Вуаля. И, соответственно, здесь очень классно, красиво. Вот. Так что нам надо прямо пойти, наверное. Мы дойдем, наверное, до метро Пасская. Потому что нам надо дойти на это метро, чтобы пойти домой, соответственно. Точнее, не пойти, а поехать. Вот. Я надеюсь, что у меня батареи хватит. Вот. Я и так уже на качестве вообще HD. И вообще на 30 кадров в секунду. Железнодорожные билеты есть. Озон, соответственно, вот. Вообще кайфово. Я надеюсь, вам этот формат очень сильно нравится. Мне лично иногда это нравится. Вот, я, конечно, очень сильно уменьшил свою яркость на телефоне. И поэтому я вообще себя очень плохо вижу. Часто опасно вот выходить во дворах. Нет, было даже ни разу такое. В том плане, когда выходишь, у меня машина чуть не убивала, честно скажу. И, соответственно, после этого очень надо прям максимально внимательным быть. Когда выходишь, вот здесь, например, аккуратно выходим, смотрим, ага, вот, вот здесь, университет, библиотека, Санкт-Петербургский, ПТД, гуманитарный ПТД, короче, это связано, так, для плоховидящих, вот, ага, смотрите, дальше таблица тоже обозначается, значит, что-то у нас будет, вот, камеры, они, кстати говоря, даже шевелись, здесь закрыто, когда оттуда видно, что здесь закрыто, менее страшнее. О, корейская кухня. Южнокорейская, я так понял. Вот, вот смотрите. Вознесенский. Вознесенский проспект. Вот. То есть мы все еще гуляем. Хорошо. Ну здесь, смотрите, аккуратнее. Опа. Здесь все в основном закрыты. Хорошо. Смотрите, дети Измайловский проспект через 100 метров. И обводного канала через 1200 метров. Набережная реки Фонтанки. Отлично, надо на Фонтанку. Что, налево или направо? Я запутался, где тут метро. Вот, смотрите, церковь. Куда повернуться нам, я уже не помню. А нам туда или туда? Туда? Нам туда надо. Еще настроилось еще хуже качество. 720 на 30. Потому что у меня телефон тоже греет. Вот. Просто когда у меня качество на 4К, у меня тоже качество. Вот. Но народ не особо-то много, мне кажется. Вот. Вот. Да не, нормально. Вот. Это все. Это у нас мойка, да? Ой, фонтанка. Уже фонтанка. Вот. Мы, короче, когда стояли, мы решили пойти к этому церкви, храму, или как это называется. Вот, это такой синий, короче, мы покажем вам.
Вот, еще 15 секунд стоять. Капец, когда мы здесь стояли, мы 100 секунд взяли. Это капец, конечно. Потому что пока не туда проедут, пока туда проедут. И, соответственно, нужно ждать очень долго. Мы, короче, идем к стороне Техноложки. Вот. Сейчас будет храм очень хорошо виден. Я, кстати говоря, на этом фотографии видео некоторые делал, но не опубликовывал. Ну, где-то 2 года назад это было. Ну, иногда хочется прогуляться, вот. Лично Техноложку, ну, я давно его не видел. Полгода, может быть. Вот. И, соответственно, хотел на Техноложке, но это очень неудобно. Потому что там надо через пересадку. Это ты пока по Техноложке едешь до Спасской. Вот. Ну, либо по красной линии можешь до Достоевской доехать. Но там все равно переход надо делать. И это очень неудобно. Пришли к этому храму. Вот такой красивенький купол. Мне, конечно, купол, его вообще везде видно. Вот. Такой красивый, наверху церковь. Я не знаю, зайти внутрь или не зайти. Нормально, очень жарко, конечно, мне. Я весь потел. Ага, очень. Так красивенько. О, автобус какой-то едет. На каком автобусе? На каком? А, 10-й. Тоже такой же 10-й. Кроме 10-го, наверное, никто не едет. Такое красивое местечко, кругом одни пушки. Вот. Так. Вот так вот можно настроить отлично, чтобы было все видно. Здесь хотя бы меньше шума, хотя бы я не буду кричать. Ну, я стараюсь, конечно, не кричать, потому что, ну, вроде бы как нормально захватывает звук. Опа-опа. Кстати, здесь есть надписи еще. Ничего, какая тут надпись большая, сейчас, мне кажется. Ох, красота-то какая. Так, 25 октября 1886 года у собора Святой Живоначальности Таисии Лейб-Гвардии. Предприятие, то-то-то. Ну, давайте подойдем ко входу. Вот смотрите, что это такое интересненько. Тоже какая-то троица. Вуаля. Так, вот здесь ступеньки такие каменные. Вроде бы раскладка такая. Опа. Смотрите, вход. Надеюсь, здесь снимать можно. Охраны нету. Вход. А что это? Описание богослужения, сбора святой. Так, открыт по будням, по воскресеньям, великими двунадесятным праздником. Чего как-то понять вообще? Вот я слышу, здесь нельзя снимать. Да, нельзя. Вот, смотри. Мы идем по Фонтанке, соответственно. Вот, набережной реки Фонтанки. Вот это самый Фонтанка, я думаю, надеюсь, что вам видно. Мы идем по Фонтанке и в сторону метро Спасская и Садовая, да, я забыл. Мы идем к этой стороне, я бы хотел тоже снять это видео, вот как это красиво, вот, всякий дом, мама опять по телефону разговаривает, вот, давайте я переверну, чтобы было бы удобно. Я, конечно, ой, ё-моё, вообще не вижу то, что у меня на телефоне, я просто снимаю как-то, вот эти ворота тоже, ну, неплохие, я думаю, вот эта стенка такая классная, вообще, мне кажется, кайф, вот эта стена, вот. Опа, вот такие. Мне, кстати говоря, очень нравятся эти дома. В том плане, что они старые. А обычно, когда старые, они, в частности, красивые, чем некрасивые. Вот здесь как бы такой переход в ручеек. Вот, смотрите, можно по картере. Короче, сейчас мы зашли в парк. Хочешь посидеть? Да не хочу пока сидеть. Вот. И, соответственно, я хотел просто пройти, потому что, во-первых, здесь менее жарко. Вот, это у нас сейчас жара, где-то 30 градусов. Вот. Ну, тем более прогуляться по парку, это всегда снять видео, это вообще кайфово. Ой, ё-моё, меня вообще не видно. Вуаля. И, соответственно, ну, вообще кайф было бы. Вот, смотрите, какой парк. Я приблизительно в таком формате снимал. Красивенький, кстати говоря. Шик делается. Вот, нам надо туда. Вот. Опа. Вот. Кстати, давайте здесь пройдемся. Опа, вот такая каменная укладка, вообще кайфово. Вот. Здесь мусор, соответственно. Вот здесь, кстати говоря, тоже такая же, ну, вот такой, знаете, дизайнерская. Есть чем отличие, потому что, ну, лично таких парков очень редко увидишь, потому что это очень дорого и нужно продумывать. А мозги стоят денег, как говорится. Во-во-во. Дом. Кстати говоря, очень хороший парк в том плане, в том, что здесь сидишь и вот на этот дом смотришь, так красиво. Кстати, если здесь пройти, то там будет памятник Менделеева, короче. Я это снимал в прошлом или позапрошлом году, где-то в феврале.
Вот, видео на моем канале-то есть. Нам надо пойти, значит, вот сюда или сюда. Нет, нам надо пойти вот сюда, на правую сторону. А чтобы туда пройтись, мне надо пешеходный переход. Значит, надо на правую сторону. Правильно я понимаю? Да, вроде бы когда. Здесь, конечно, вот такое место. Большое расстояние. Вот, как будто это дорога. Вот. Я в этот университет, наверное, не буду поступать. Все-таки. Высота. Вот. А там тебя видно. Да, ну да. Меня видно там в зеркале? Тебя вообще не видно в зеркале. Я здесь вижу только ноги. Так видно? Кажется, нет перехода вообще было. Вот, так что мы пришли бы, и смысла бы не было никакого. Вот. Нет, там-то есть переход. Ну, там вот... За мостом. Да, за мостом, вон там где-то, если вы видите вообще. Вот, ну, короче, за другим мостом. Вот, там есть переход. А там здесь нет. Я просто не посмотрел, вот, потому что я старался, чтобы на камеру было меня видно и смотреть наверху. Кажется, что блогерам это тяжелая работа, потому что нужно смотреть вокруг и все понимать, где ты находишься и что делать. Вот. И просто на камере у меня почему-то кое-как видно вообще. Ну, то есть у меня мою кепку вообще не видно. Вот, красивенько. Но я думаю, это запретная зона. Вот. Мою кепку что вообще не видно, потому что у меня сумка на правой стороне, соответственно, я держу ее. И немножко это неудобно. Меня слишком сильно раскрывать именно в том плане, потому что там люди. Я хоть переборол этот страх, но все равно не очень нравится наверху, потому что я боюсь, чтобы мой телефон вообще не украли. Хотя это вот на это штат, короче, вот эта хрень, которая держит телефон, я домотал 2 или 3 раза. И все, у меня же вот это есть, и все, и поэтому я перемотал, соответственно, украсть, ну, это тяжело. И корабли должны сейчас проплыть. Вот. Я, кстати говоря, знаю один замечательный способ, как определить на корабле, петербуржцы это или нет. Потому что если это петербург, то если ты будешь стоять на мосте, то он будет, на мосту, то он будет махать тебе рукой. А вот если он не машет тебе рукой, то, соответственно, это не Петербург, потому что все петербуржцы знают о том, что когда проплывают под мостом, принято, если ты видишь человека, то нужно махать ему рукой. Вот такое главное. То есть, если вы хотите поехать в Питере и не хотите опозориться, то всегда махайте. Но в основном машут на больших мостах, потому что, реально очень большое количество их. И, соответственно, только на больших мостах. А так вот здесь они вообще, наверное, не знают, что это вообще такое, наверное. Вот, очень часто это делают многие ошибку. Не только это москвичи, а вообще все города, кроме Петербурга, обычно так делают. И сам Петербург, знаете, говорят, смотрите, что я нашел. Вот такую красотень. Девочка рисует. Вот так вот тихо. Респект я ей даю. Кстати говоря, тоже хотел стать художником. Красиво рисует. И картины я вижу вот такие тоже красивенькие. Вообще кайф. Вот куча кораблей, конечно, вот летом их немереное количество. Поэтому я не знаю, где вы еще найдете, потому что у нас теперь летом пробки не только на дорогах, но и на воде тоже. Вот, да, порой даже бывают тоже пробки, честно скажу. Вот, потому что, там вот такой приличный. Ого, ничего, сколько тут людей. Что? На воде авария была недавно. Вот, еще и аварии происходит, так что... В дороге, да? Ну да. Вот, так что нам надо дойти, потом налево через этот мост перейти, и мы туда пойдем. Слава богу, здесь хотя бы светофора нету. Вот. Главное, чтобы водители это знали. Да если водители хоть что-то знали, они покупали права, как обычно это делают. Ого, смотрите, ничего себе не выкопали. Короче, я сразу говорю, здесь на 3 месяца. Можешь и не ждать. Ого, как тут все перекрыли. Кстати говоря, вот этот ремонт, вот реально, вот это вот место делают, 100 лет, наверное. Это да. Видно, что старенький. Короче, вот это вот место, всю территорию делают начало лета практически.
можно сказать, нереально. Сейчас у нас июль, 22 или 23 число, я уже не помню. Тут уже практически 2 месяца делают. Вот, я не знаю, я не вижу здесь измену чем-то. Ну, вроде бы как была, так и осталось. Чё. Здесь быстро не ждите. Там реально долго. Вот видите, еще выкопало что-то. Они вот все время что-то копают. Вот я помню, вот буквально в начале этого месяца, в июле 25-го года, соответственно, я здесь, когда был, проходил вот здесь, я видел, что тут что-то копают. Вот копают, это капец. Я понимаю, что мы все копаточные не в такой степени. Угу. Вот, цветочки здесь красивенькие. Сейчас на мосту. Правильно я хоть говорю-то? Не на мосте. Вот, смотрите, какие дома вообще кайфовые. Они такие прям красивые, вот здесь, если посмотреть. Вот, особенно вот здесь летят. Здесь тоже плывут, точнее, они летят. О, здесь есть таблица, кто куда поворачивает. Вот это мы все видео с вами. Именно вот этот вид влога, который у меня сейчас, кстати говоря, подходит к концу, я так понял. Будят бесит. Вот, видите, этот влог я постоянно на эти таблички обращаю внимание и вам показать. Я, конечно, просто, я думаю, что по табличкам будет намного удобнее ориентироваться, чем ежели порой даже по карте. Вот, кстати, вот этот магазин, который у меня, кроссовки покупали такие мощные. Есть магазин алкоголя, Винолабы. Вот, я надеюсь, это, я просто вижу здесь право-налево. Я надеюсь, вы не видите справа налево. Вот, есть парковочные места. Вот здесь. Да, въезд, паркинга. Вот, магнит. 24/7. Ой, да, 24/7. Правда, здесь семерка не было, просто написано 24. Но это логично. Это 24, значит, 24 часа в сутки. Значит, здесь еще удобно в том плане, в том, что здесь целых 2 торгового центра. Да, один Спасская. 2 торговый центр, а второй я не помню. Спасская, это который сейчас вот, сейчас мы дойдем с вами. Вот этот торговый центр, кстати говоря, это и есть Спасская. Кстати говоря, вот здесь есть Во-кафе. Дальше сейчас пройдемте вот этот тоже кроссовки, которые мне тоже покупали я. Вот, Во-кафе. Это Во, это с китайского переводится я. Я просто учил яка товарить в Японии, прям очень хорошо, вот, потому что японская, ну, это, простите меня, хорошая. Вот, здесь есть обмен валюты, это банк. Вот, я там менял валюту на евро. Это просто для красоты. Ой, господи, не Спасская, а Синая. Вот, Синая. А вот этот, я не помню, как называется, торговый центр. Что, передумали? Мы хотим дойти на рынок и купить что там? Не знаю, посмотрю, что там есть. Вот. Там, кстати говоря, удобно, так что я всем приезжим говорю, потому что езжайте всегда на рынок на Спасской, который, потому что вот, который у нас рядом рынок есть, там клубника 800 рублей за килограмм, а вообще сумасшедшие люди. Я так понимаю, они вообще в ценах не разбираются. Здесь, кстати говоря, съемка запрещена. Ну, я просто, по крайней мере, видел по таблице. Внешний дебил, я закон это знаю, Российской Федерации. Вот. Я давно хотел снять что-то с торговым центром, потому что, ну, это очень масштабно. Да, вот, видите, трехэтажный, 1, 2, 3, да. Не вижу плохого, если снимать в торговом центре, особенно когда на тебя смотрят и тебе, ага, это тот самый блогер, надо запомнить его. И главное не опозориться. Кстати говоря, здесь тут написано, все запрещено. И видеосъемка где-то была. Вот, нет. Я просто помню, что где-то. Ведете видеонаблюдение запрещено. Нет, тут не запрещено. Странно. Не, я просто помню, что я где-то видел, что тут написано было, видеосъемка запрещена. Может, мне показалось, конечно. Может, там как раз ведется видеосъемка. Это у нас сенной рынок. Вот здесь надпись наверху, вверх ногами написано. Не вверх ногами, а задом перевью нельзя снимать. Это у меня частное пространство. Ой, да, нафиг с ними общаться. Господи, батылами распыляются. Вот, давайте еще посмотрим, что у нас тут. Очень много, соответственно, продаются из вещей. Заметно. И гастрономия. Ну, это, короче, рынок в рынке, можно так сказать. 200 рублей за килограмм. Ну, это нормально, мне кажется. Вот. Ежевика. Малина 300 рублей. О, черника 100 рублей вообще. Это голубика. Голубика. Вот, смотрите, вентилятор. Гастрономия. Я, правда, не знаю, что такое гастрономия, ну ладно.
Не, реально, я не знаю, что это такое. Вверх. О, маленький. О, где-то 150. Ну, видите? Ой, клубника. Она какая-то немного гнилая. О, черешня 500 рублей. Ну, тоже понаглели немного. Здесь 150, а здесь 200. Ой, какие смешные все. Самая дешевая, наверное, мне кажется, 50 рублей. 70, 50. Я даже дешевле не видел никогда, чтоб помидор. Вон по 40 рублей. Нет, возвращаю теперь по 40 рублей. Очень сильная толпа. Красненькие вкусненькие, вот по 60 рублей. Ну это очень большой, видишь, у него разница какая. Ну, так они очень сладкие, вкусные. 60 рублей. Да мне главное подешевле и повкуснее нормально. 50 рублей то вообще даром. 60 рублей. Ну если дети есть за 40, то 60 это... Ну, за 40, мне кажется, там уж совсем. А мне интересно, почему они так продают, не просто так продают. Я думаю, просто у них поток народа много и поэтому продают 50. Вроде бы нормальный помидорки, такие 50. Просто я помню, вот у него какая-то я покупал, я его помню. Запомнил его. Он говна тогда положил. Да? А какого там говна он положил? Ну, помидоры были вообще не такие. Что, за 40 купим, до 50 или за сколько? Там мне за 60 рублей понравились, вроде ничего такие. Давай за 60 когда купим. У меня уже рука устала. За 60. Ну давай эти когда купим уж. Или эти. Вот это. Нет. Помидоры на ветке розовые. Помидоры у нас дагестанские. Дагестанские. Это Дагестан. Слава богу. Да, на камеру тут не очень качественно выглядит. Но в жизни они немножко по-другому так-то. Так, ну что, покупаем? О, за 130 чеснок. Цена там. Это очень дорого, мне кажется, 130 чеснок, ребят. На 20 килограмм? 2 килограмма. Мне кажется, это очень дешево. Огурцы тоже. Ну, огурцы, наверное, Либо 3 килограмма. 2 максимум. 2. Нектарины сладкие? Они дешевле. Глаза смотреть. Очень вкусные. Не-не-не, много не надо нести. Да, мне большой. Спасибо. О! Да не, нормально. Да не, нормально. Мы положили помидоры мне в рюкзак и сразу, чувствительно. Ай, разница. Ох. Сними. Не, мне как бы просто неудобно. Я, поверь мне, за 9 лет в классе я не такие рюкзаки таскал. Вот. Так что, куда? Давайте мы выходим из рынка, да? Ну, давайте вы сюда выйдем, когда уж. И мясо. Мясо нам надо или у нас есть? Мясо. Ну, видите, что на нашем рынке. Там у нас просто хорошая тетенька продает. Вот. Оценка на этот рынок для меня, я на этом рынке второй раз в жизни. Вот. Цены отличные, но само состояние, конечно, так себе. Да. Рынок есть рынок, он везде, Рынок он всегда воняет. Всегда, да, так выглядит. Да. Вот, если сравнивать рынок там, где я живу, или где-то там наподобие этих местах. Надо купить, Вань. Давай не на рынке точно. Я так и не сказал мою оценку на рынок. В том, что это сеной рынок называется, да? Вот. Рынок он такой, Так, значит, надо сортировать там все. По запаху он такой, да, говнянка, там воняет иногда порой. Вот. А вот по цене... Чего? Тем более сейчас жара такая. Да, по запаху, да, 0 из 5. А вот по цене 5 из 5, соответственно. Потому что цена тут вообще капец удовлетворяет меня. И это вообще мне даже насрать в том, что на одном отделе 150, а другой 100. Потому что помидоры килограмм до 100, либо до 150, разницы никакой. А вот эти помидоры за 600 и за 650, для петербуржцев я говорю, это да, значительно. Потому что если брать какую-нибудь глушню, там, просто на глушне, там же фермерство развито. И поэтому там помидоры, понятное дело, 150 у них самому дорого будет, где-то в глушне. А вот если брать Санкт-Петербург, Москву я, может быть, и возьму даже. Там, ё-моё, не упасть бы, там
помидоры, да, 150, это на халяву, считай. Бог себе крестил. Да нет, на самом деле, в Москве порой цены ниже даже, чем в Санкт-Петербурге. Значит, я Москву не буду брать. Ну, да, там просто, не знаю, почему как-то влияет на это. Ну, может быть, потому что столица. Обычно в столице всегда все, Нет, там часто цены ниже, чем у нас в Питере. ну, да, вот здесь, Хотя зарплаты выше. когда у них зарплаты там тоже подороже, чем у нас. Вот. Ну, да, там порой бывают некоторые отличия Москвы и Питера насчет цен. Ну, потому что насчет цен там надо смотреть каждый город отдельно. Вообще нельзя брать два одинаковых города. Санкт-Петербург, Москва, там цены может абсолютно быть разными. Ну, Ты говоришь выражение вот. а как? Очень часто. Ну, просто я думаю, когда говорю вот. Ладно, вуаля. Вуаля, ну, как-то меняют постоянно. Ну, Вот. какое, скажи мне. Ну, какой-нибудь. Не знаю. Ну, как-то так. Как-то так, да. Вот, и как-то так, это вот так шоколадно, как-то так, вот. Это тоже не постоянно. Ну, мам, ну у меня словарный табак не настолько уж большой, Ну, что... так развивай его. Вот Может, это там метро. Чё? сходить? Музон. Ну да, здесь музыка тоже очень часто звучит прям как на ладушке, потому что на ладушке там практически постоянно музыка, и здесь практически то же самое. Получается вот это здание, это у нас Спасская, это Сенная, получается, я насколько помню. Подожди, ой, Садовая, это Садовая, а это Спасская. Вот даже здесь есть таблица. Вон там где-то вот. Кстати говоря, про что я говорил, про знак, ой, где это? Вот. Я не понимаю, где музыка. Короче, ребят, я надеюсь, как всегда, вам видео это понравится. Вот, я надеюсь, что вы хотите, ну, что-нибудь наподобие этого. Вот, потому что, ну, интересно будет. Вот, ну и, соответственно, это контент, здесь, в принципе, ничего. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания. Всем пока.